Привет, друзья! Сегодня хочу вам показать очень вкусный пирог, в котором из самых сложных компонентов будет только лук. А еще фишка этого пирога в том, что все, кто его пробует, думают, что в нем есть сыр и что он с сыром. Но на самом деле сыра здесь нет. Смотрите, какой классный, вкусный, необычный получается пирог. Вот список продуктов, которые мне понадобятся для приготовления этого пирога. Это тесто примечательно тем, что для его приготовления можно использовать кухонный комбайн, и не нужно будет прикасаться к тесту руками. Но если кухонного комбайна у вас нет, вы можете его замесить руками, на это у вас уйдет примерно 5-7 минут. Насыпаю муку, сливочное масло комнатной температуры, сметану, сахар и соль. Запускаю комбайн. Сначала тесто будет в виде крошки, потом появляются небольшие комочки. А затем тесто собирается в один большой комок. Как только тесто выглядит вот так, оно готово. Убираю в холодильник на 30 минут. За это время полукольцами нарезаю лук. Растапливаю на сковороде кусочек сливочного масла и добавляю весь свой лук. Оставляю его без крышки на сковороде примерно на 15 минут. Раз в 5 минут перемешиваю. Как только лук станет мягким и начнет золотиться, выключаю нагрев. Для дальнейших действий лук должен полностью остыть. Поверхность стола присыпаю мукой. Тесто разделяю на две половинки. Первая часть – это дно, а вторая – это верхушка. Раскатываю тесто до толщины примерно 5-6 мм. Слегка присыпаю мукой и наматываю на скалку. При помощи скалки переношу тесто на форму. В качестве формы я использую чугунную сковороду. Ее диаметр 22 см. Готовлю начинку. Мне понадобится сметана, яйца и соль. Перемешиваю, чтобы яйца соединились со сметаной. Затем добавляю остывший лук. Помещаю начинку внутрь пирога. Накрываю второй половинкой теста. При помощи скалки обрезаю края.
При помощи ножа для пиццы делаю вот такой бортик. В центре пирога делаю отверстие, чтобы выходил пар. Пирог я смазываю смесью из желтка и столовой ложки молока. Выпекаю пирог в 2 этапа. 20 минут при температуре 180 градусов и 25 минут при температуре 140 градусов. Друзья, как вы видели, все компоненты очень простые, и готовится этот пирог достаточно просто. Хочу вам сказать, что нужно обязательно подождать, когда вы испечете пирог, несколько часов, чтобы он хорошенько остыл и чтобы вся начинка у него внутри скрепилась и стала твердой. Потому что когда вы достаете из духовки, начинка еще мягкая, и если вы начнете его резать, то она будет вытекать и будет не совсем красивая, и не получится насладиться великолепным вкусом. Смотрите, я дала ему постоять буквально 2-3 часа, я обычно выжидаю. Вот у меня получилась такая внутри плотная начинка, очень она хорошо держится. Мне не терпится попробовать на вкус. Конечно, получается очень вкусно, лук имеет очень приятную сладость, тесто соленоватое, сметана внутри, когда запекается, получается такой сырный вкус и сырная консистенция. Пирог внутри очень нежный, лук становится такой мягкий. Ну, конечно, это очень классная находка даже для праздничного стола или на каждый день. Замечательный пирог. Хочу отметить это тесто, оно мне очень нравится, оно очень удобно для таких пирогов, которые внутри заливаются. С ним очень удобно работать, и на вкус оно получается просто потрясающее. Мне очень нравится этот пирог, я рекомендую тоже очень вам попробовать его приготовить. И обязательно пишите в комментариях, любите ли вы готовить такие пироги с начинкой. Мне будет очень интересно. Друзья, ставьте, пожалуйста, лайк этому замечательному рецепту, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписались. Обязательно нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И делитесь с друзьями моими новыми рецептами. Мне будет очень приятно.